GTA 4 очень знаковая игра, как для игроков, так и для самих Rockstar Games. В далеком 2008 году эта игра была настоящим прорывом, самым что ни на есть Next Gen, к которому не были готовы, как мне кажется, даже сами разработчики. Уж очень много проблем было с ней в то время. Четверка и по сей день очень популярна. Количество свежих видео на YouTube говорят об этом. Невероятные технологии для тех лет, очень крутая проработка мира, атмосферы и главных героев. Навсегда влюбили в себя сотни тысяч игроков. Я считаю, что в четверке самая крутая атмосфера и самый серьезный и настоящий сюжет. Другие игры серии GTA и рядом не стояли по уровню атмосферы с GTA 4. С портом игры на ПК у Rockstar получилось сломать достаточно много элементов, которые полностью или косвенно влияют на восприятие игры. Кто играл на консолях и ПК, вероятно замечали, что версии имеют достаточно много отличий. Сегодня я постараюсь это исправить и сделаю GTA 4 еще атмосфернее. Исправлю много игровых ошибок, а визуал станет даже лучше, чем в трейлерах и скриншотах, что показывали Rockstar. Помогут мне в этом, конечно же, моды. В этот раз все будет строго по канону, никаких ENB и прочих ненужных этой игре модификаций. На канале у меня уже было 2 прокачки четверки, рекомендую ознакомиться. Для апдейта игры потребуется версия 1.2.0.43. Это Complete Edition или же Steam версия. Это последняя официальная версия, именно на этой версии и работают те моды, которые я сейчас покажу. Другие версии для большей части модов не подойдут, это важно запомнить. В описании видео будут все ссылки на моды, а также ссылка на видео, где я покажу, как все это установить. Приятного просмотра. Начну с самого главного мода – Fusion Fix. Очень масштабный мод, который улучшает и исправляет очень много различных моментов игры в лучшую сторону, а также вносит в визуал существенные изменения. Из основных самых крутых фишек мод возвращает в игру объемное освещение. Оно присутствовало на консолях, но при портировании на ПК было сломано. Мод добавляет в игру сглаживание. Визуал теперь выглядит как на демо-скриншотах и трейлерах, которые показывали Rockstar, и даже лучше. Визуальная часть теперь выглядит как и на Xbox 360, но это еще не все. Тени. В этом моде они стали лучше, теней стало больше. Добавлены недостающие тени с Xbox, такие как тени в тоннелях, которые Rockstar по какой-то причине так и не смогли добавить в ПК-версию. Есть разные настройки теневого фильтра. Мне больше всего понравился фильтр PCSS, процентное приближение мягких теней. Это когда тень размывается по мере удаления от объекта, отбрасывающего тень. Помимо работы над тенями, наконец-то удалось победить так называемые Z-файтинги. Я думаю, все с этим сталкивались. Z-файтинги — это мерцание текстур, которые хорошо видно, летая на вертолете по Liberty City. Fusion Fix также великолепно исправляет дождь. По сравнению с оригиналом выглядит значительно лучше. В разделах меню появились переключатели, которые отвечают за разные эффекты. Быстро по ним пробегусь, чтобы было представление, что это такое. В разделе экран появились дополнительные пункты настроек. По каждому можно нажать и сразу увидеть эффект в окне справа. Motion Blur добавляет размытие в движение. Bloom — это эффект размытости света на ярких гранях сцены, или же просто свечение картинки в целом. Консоль Gamma делает цветовую гамму как на Xbox 360. Screen фильтр меняет цветовой фильтр, можно поставить из байкеров, баллады, вообще отключить, поставить из четверки или же по умолчанию. Кстати, если вы ставите фильтр по умолчанию, то мод использует фильтр той игры, в которую вы играете. То есть в четверке свой оригинальный, а в эпизодах свои. Distant Blur регулирует качество глубины и резкости. Чем выше значение, тем более сильно размывается задний план, а ближний план при этом остается четким. В ванильной GTA 4 этот эффект был сломан, и на высоких разрешениях мылилась вся картинка. Здесь же это все работает отлично. Если отключить эффект, то он останется только в кат-сценах. Depth of Field – глубина резкости. Данный пункт включает или выключает эффект, про который я говорил ранее, во всей игре. Если отключить этот пункт, то глубина резкости не будет работать даже в кат-сценах. 3FX – переключение режимов освещения деревьев. Всего предусмотрено 3 вида. ПК – ванильное освещение в стиле ПК и PS3 версии с фиксированным свечением. ПК+, то же самое, что и выше, но с вершинами Ambient Occlusion. Но предназначено для модов на растительность с более сложными моделями и отлично смотрится для некоторых ванильных деревьев, но плохо для других. Консоль. Освещение Xbox 360. Добавляет листьям эффект полупрозрачности или подповерхностного рассеивания и делает их по-настоящему яркими. Лучше всего это работает с ванильными или консольными деревьями. Я остановился именно на этом варианте. Definition. Циклическое переключение фильтров для размытия пунктирных объектов. Также есть 3 режима. Classic. Фильтр влияет на весь экран и действует так же, как и на консолях, поэтому все немного размыто.
размыто. Improved. Фильтр влияет только на пунктирные объекты, например, растительность, заборы и выцветшие объекты. Все остальное остается четким. И Extra. То же, что и Improved, но с растительности и заборов удаляется пунктирная прозрачность, поэтому они также остаются четкими. В настройках графики появились новые пункты. Shadow фильтр, разные теневые фильтры. Мне больше всего понравилось PCSS, про него я говорил уже ранее. Консоль Shadows. Данный пункт добавляет некоторые тени с консоли, которые отсутствовали на ПК. К примеру, тень в тоннелях и другие. Сглаживание. Тут есть два вида сглаживания на выбор. Это FXAA и SMAA. FPS лимитер. Можно выставить лимит кадров. Для четверки я рекомендую ставить 60. Большее количество может сломать некоторые элементы игры. Зона охвата — это FOV, регулирует поле зрения. В разделе игра также есть новые пункты. Про каждый я сейчас расскажу. Skip Intro. Отключает вступительные логотипы Rockstar и экраны с юридической информацией при запуске игры, что позволяет быстрее попасть в главное меню. Skip меню. Пропускает главное меню и напрямую загружает последнее сохранение, что позволяет зайти в игру буквально за секунды. Borderless. Включить оконный режим без полей. Требуется командная строка Window with файле Command Line. Light Science RGB. Некоторые функции RGB для клавиатур Logitech, вот как на этом видео. FPS Counter. Отображение количества кадров в секунду на экране, то есть просто счетчик FPS в левом верхнем углу. Letterbox. Рисует границы роликов сверху и снизу экрана, как в фильмах. Pillar Box. Рисует границы катсцен по бокам экрана. Это актуально для очень широких мониторов. SSAA. Включает сглаживание суперсэмплинга, можно комбинировать с FXAA или SMAA. Требуется перезапуск игры, я потестил эту функцию и она очень сильно влияет на производительность, а какой-то значительной разницы в сглаживании нет. Вот пример сглаживания вы можете сейчас видеть на экране. Alt Dialogs. Включает альтернативные диалоги в некоторых миссиях. Насколько мне удалось найти информацию, при активации данного пункта в некоторых заданиях могут быть другие диалоги, к примеру, при провале и повторном прохождении заданий. Также есть настройки и в самом ini файле мода. На форуме есть информация, какие параметры за что отвечают, но без понимания, как это должно работать, я не рекомендую что-либо там менять. Еще немаловажный момент, с этим модом в комплекте идет Fusion Overloader. Это очень крутая модификация, которая является новой ступенью в моддинге GTA 4. Это своего рода мод-лоудер, как для GTA 3, Vice City или GTA San Andreas, только все это теперь в GTA 4. Принцип тот же самый, что и у мод-лоудера. Кто знаком с моддингом прошлых GTA, тот понимает, о чем я. Если же вы не знаете, как ставить моды на 3D вселенную GTA, то вот можете посмотреть данное видео у меня на канале, там я объясняю этот принцип. Позже, возможно, я сделаю более подробное видео про Fusion Overloader. Консоль Visual. Это мод, целью которого является перенос консольных ассетов на ПК, таких как растительность, некоторая одежда с консольных версий, загрузочные экраны, пешеходы, консольные анимации, консольный интерфейс в виде хеллбоксов большего размера, консольный свет и еще немало параметров. Больше всего выделяются измененные анимации, набор костюмов, которые на консолях выглядят интересней, а также обувь, на консолях тоже другая. Теперь все это будет и на ПК. Также с этим модом теперь станет больше растительности в виде травы и кустарника. Various Fixes. Различные исправления. Крайне полезный набор фиксов для GTA 4, который исправляет колоссальное количество разного рода проблем в игре. Текстуры, объекты, какие-то недостающие детали, вырезанный контент, некоторые бета-контент и еще очень много всего. Перечислять можно очень долго. Пак исправлений я однозначно рекомендую к установке, ведь с ним игра станет гораздо лучше. Все исправления вы можете посмотреть в теме форума, их там действительно очень много. И стоит отдать должное авторам, они постарались на славу и продолжают стараться, ведь мод регулярно обновляется. Remastered Vehicle Pack Anniversary Edition. Данный пак улучшает абсолютно весь оригинальный транспорт GTA 4, а также эпизод. Ведь нет ничего лучше, чем оригинальные модели, которые изначально задумывались в игре разработчиками. Именно они будут смотреться максимально органично в игре. Разного рода карпаки я, откровенно говоря, уже перерос. В данном моде улучшены текстуры, цветокор, произведены мелкие улучшения, пусть они кардинально не отличаются от оригинальных моделей, зато в совокупности с другими модами выглядят очень гармонично. Из интересного, в данном моде у каждого транспортного средства будут индивидуальные номера, то есть не просто таблички с названием штата, а именно номер. У спецтранспорта будут свои номера, у легковых авто свои. Выглядит это очень круто, и такой мелкой детали очень не хватало раньше в игре. Пакет разного с более высоким разрешением. Мод улучшает текстуры разных объектов, таких как реквизит катсцен, разный игровой инвентарь. В основном исправлений коснулись разные мелкие детали, но в совокупности с предыдущими модами все это выглядит очень хорошо. Рекомендую. Самое главное, установка очень простая через Fusion Overloader.
Восстановление положения деревьев. Очень простой, но в то же время полезный мод, который возвращает вырезанную растительность на место. Это могут быть как кусты, так и деревья. Возможно, вы замечали в игре пустые клумбы или странные выемки в асфальте. Так вот, это те места, где ранее были деревья, и их по какой-то причине убрали в релизной версии. Небольшой мод, с которым Liberty City станет явно приятнее. На данном скриншоте отмечено, где была добавлена вырезанная растительность. Ivy Lane. Полный ремонт дорог с использованием HD текстур. На сегодняшний день, вероятно, это самый качественный и проработанный мод с дорогами для GTA 4 и эпизодов. В моде заменены абсолютно все текстуры дорог на более качественные. При этом дороги выполнены полностью в оригинальном стиле игры и повторяют их от и до. Помимо дорог заменены также и тротуары. Мод действительно придает свежести игре. Я попробовал различные подобные моды, но ни один мне не понравился, так как этот. Плюс, как правило, большая часть таких модов неполная. Здесь же заменено абсолютно все. А это значит, что GTA 4 с этим модом станет только лучше. Реставрация радио для GTA 4 Complete Edition. В 2018 году GTA 4 подверглась вырезанию контента. Больше всего, мне кажется, пострадало радио, из которого вырезали очень много треков по причине истечения лицензии. Станция Владивосток FM вообще изменилась до неузнаваемости, что многим очень не понравилось. Мод Radio Restoration исправит это и вернет в игру вырезанную ранее музыку, но на этом этапе радоваться рано. После установки довольный я захожу в игру, сажусь в транспорт, включаю Владивосток FM, а там вместо моих любимых ранее так играет музыка из эпизодов. Я считаю, это очень сомнительное решение мешать станции из DLC с оригинальной игрой, так как музыка из клубной баллады о Гее Тони никак не вписывается в оригинальную четверку. Поэтому мне удалось найти фикс, который убирает треки из эпизодов с радиостанции оригинальной четверки. Но как оказалось, и это еще не все. Играя в эпизоды, я столкнулся с вылетом при смене радиостанции. Я думал, проблема в модах, но проверив все на чистой игре, я понял, что это не так. Погуглив, я понял, что это распространенная проблема и нашел фикс, который исправляет вылеты в эпизодах, и теперь все работает, а по радио играют те треки, которые и должны, а значит, я могу наслаждаться прослушиванием Владивосток FM, а особенно ранетками. Вот и подошло к концу увлекательное улучшение GTA 4. Я считаю, получилось очень круто. Атмосфера игры стала лучшим, с новыми графическими улучшениями игра выглядит просто шикарно. Все моды очень гармонично выглядят в игре и отлично ее дополняют. Разные исправления положительно скажутся при повторных прохождениях. Как по мне, все эти мелочи очень сильно влияют на игру, и восприятие от геймплея становится только лучше. Чтобы это в полной мере ощутить, конечно, это все нужно попробовать. В будущем, думаю, подобных модов станет еще больше, но и про обновления текущих не забывайте. Ссылки на официальные ресурсы я оставлю в описании. Также там я оставлю ссылку на видео, где показываю, как установить все эти моды. И еще будет ссылка на видео сравнения оригинальной игры и с модами из данного видео. Отдельное спасибо хочу сказать ребятам на Boosty за их поддержку. Если видео вам понравилось, поставьте лайк и оставьте комментарий. На этом у меня все. Всем пока.